Спасибо, Сергей. Расскажите о роли кайдзен-команд в Lean-проектах. Что ж, отличный вопрос. Спасибо, Асыл. Вы знаете, когда я прочитал этот вопрос, у меня вдруг возникло желание разобраться немного в терминологии. И в самом начале этого видео я хотел бы задать такую интригу и спросить мнение у профессионального сообщества, как вообще правильно говорить кайдзен через букву «Д» или кайзен. И вопрос, в общем-то, не праздный. Вот если набрать в Яндексе переводчике, посмотреть, как у меня на слайде слово улучшение, то будет, вот если посмотреть под японскими иероглифами, то будет транскрипция именно кайдзен. То есть никакого «д» в этом нету. А в наших книгах, да, вот у меня приведен пример с известной книгой Масаки Имая, Гемба кайдзен. Вот мы используем кругом вот эту кайдзен через «д», то есть во всех книгах упоминается именно этот термин. При этом, если посмотреть англоязычные книги, да, вот у меня, посмотрите, та же самая книга Масаки Имая, только на английском, по-моему, испанском языке, мы видим, что никакой буквы «д» нет. Вот. Мне всегда было интересно, вот все-таки как правильно, да, все-таки изначально никакого дзена в кайдзене не было. Вот. Ну, я понимаю, что, в общем-то, никакого там практического смысла, хоть как назови, лишь бы работало, да, что называется. Но я вот применяю всегда термин кайзен, да, мне кажется, это ближе к оригиналу. Ну, в общем, еще раз повторюсь, что это не так уж и важно. Вот такая небольшая затравка в самом начале видео. Что ж, давайте поговорим о кайдзен-командах, которые я формирую в рамках проектов по развертыванию бережливого производства. Еще раз напомню, что чаще всего кайдзен-команда почему-то воспринимается исключительно в контексте конкретного проекта или такого очень локального уровня, типа цехового уровня или уровня отдела. В одном из прошлых видео я рассказал, что я разворачиваю кайдзен-команды по всем уровням, то есть начиная от высшего руководства и заканчивая вот очень низким операционным уровнем, на уровне там, цеха или так далее. В своей практике я не использую такой термин, как кайдзен-команда. И поэтому, если вот посмотреть на слайд, у меня тут встречается стратегический комитет, но фактически это все равно же как кайдзен-команда, которая занимается улучшением операционной деятельности просто на более высоком уровне, на уровне всего предприятия или там группы компаний, например. Да. Есть совет непрерывного совершенства, группа непрерывного совершенства, кайдзен-команды, да, то есть тоже вполне допустимое название. В общем, это не так важно, как это называется, но смысл в том, что кайдзен обозначает принцип непрерывного совершенствования, и то есть мы должны организовать эту работу непрерывного совершенствования не только на оперативном уровне, но и на всех уровнях иерархии. Вот поэтому у меня есть несколько уровней. То есть у меня есть кайдзен команда высшего руководства, как правило, в нее входит генеральный директор и вот уровень ниже директора по производству, коммерческий директор, директор по логистике, у меня фрагмент здесь представлен. Но это совсем не обязательно. То есть в такую команду могут входить и специалисты, формально не имеющие такого высокого статуса топ-менеджера. То есть в любом случае это команда генерального директора, и он может туда набирать вот эту кайдзен команду по высшему руководству, в которую входит высшее руководство, каких-то специалистов, если он сочтет это необходимым. Чем же занимается кайдзен-команда высшего руководства? Она определяет долго-, средние и краткосрочные цели и задачи компании, фактически формирует операционную стратегию по компании в целом. Он контролирует ход реализации операционной стратегии, занимается, что еще функции входит, это выявление, анализ и устранение проблем в системе непрерывного совершенствования в целом. То есть именно на этом уровне мы должны понять, насколько у нас четко организована система управления проектами, работа с предложением сотрудников, насколько функционирует система мотивации, да, ориентированная на поддержку решения задач развития. То есть это такой уровень, который вот должен системно выстраивать работу по непрерывному совершенствованию. Рассмотрение и принятие решений по инициативам, да, то есть у них тоже не так часто, но бывает, что вот эта команда работает по предложениям от сотрудников, которые снизу часто происходит, но они затрагивают, например, функционирование всего предприятия. И очень важной функцией, я считаю, такой кайдзен-команды, это оценка деятельности топ-менеджеров в области непрерывного совершенствования. Что еще хочу сказать, что в моем случае работа вот, советов всех там непрерывного совершенствования, вот этой кайдзен-команд, она очень четко стандартизируется. Например, когда вот такая кайдзен-команда высшего руководства собирается, то у них, вот я выделяю 4 типа встречи. Это стратегические сессии годовые, тактические сессии квартальные, в рамках которых формируется план на следующий период, тактические сессии квартальный факт, когда мы подводим итоги прошедшего квартала, и оперативные сессии. То есть примерно
кайдзен команда высшего руководства, она собирается примерно от 3 до 5 раз в квартал. Вот. Понятно, что частоту можно менять. Пожалуйста, вы тоже манипулируете. И такой нюанс, знаете, какой бывает? Что, как правило, когда мы начинаем разворачивать программу непрерывного совершенствования, то у нас встречи чаще происходят. Фактически, вот такая кайдзен команда высшего руководства, она может собираться практически каждую неделю. Но по мере становления частота вот этих встреч сокращается. Уровень ниже – это кайдзен команда бизнес-единицы. Ну, например, это может быть или дирекция по производству, да, или там дирекция по логистике. В некоторых случаях, если речь идет именно о холдинговых структурах, да, когда группа компаний, то этот уровень вот ниже, это уровень предприятия, может быть. Ну, в общем, смысл, на что хотел бы обратить внимание. Да, фактически в эту кайдзен команду входит руководитель бизнес-единицы и как бы один уровень ниже. Знаете, очень важно, когда мы говорим о структуре, об иерархии вот этих кайдзен команд, важно, чтобы было взаимное проникновение. То, смотрите, директор по производству, он как бы является членом кайдзен команды уровень выше и своего уровня. Такой же принцип будет и проявляться дальше. То есть взаимное проникновение. То есть любой руководитель является как бы участником двух кайдзен команд. Какие функции реализует кайдзен команда бизнес-единицы? Это определение долго-, средних и краткосрочных целей и задач бизнес-единицы, контроль хода реализации стратегии в бизнес-единице, выявление, анализ и устранение проблем в управлении проектами и организации работы с инициативами в бизнес-единице, рассмотрение и принятие решений по инициативам, которые поступают снизу, но вот касается, предположим, дирекции в целом. Кайдзен команда подразделения, это уровень еще ниже, да, есть вот начальник цеха заготовительного, и он набирает туда себе команду. Это замначальник цеха, старший мастер, может быть даже отдельно рабочий туда входить. Вот. Функции здесь очень похожи. Определение, есть отличие небольшое, сейчас мы дойдем до этого. Определение долго-, средних и краткосрочных целей и задач подразделения, да, и проектов отдельных. То есть именно здесь формируется план проектов. И поэтому цели по проектам формирует не руководитель проекта, не кайдзен команда проекта, потому что сейчас еще один ниже уровень будет, а именно на этом уровне формируются цели проекта. Контроль хода реализации стратегии именно в подразделении. Контроль и поддержка хода проектов, локальных проектов. Да, здесь вот смотрите, обращаю ваше внимание, что именно кайдзен команда подразделения очень тесно взаимодействует с локальными командными проектами. Должна их поддерживать еще более активно, чем все остальные участники этого процесса. Организация работы с инициативами. Это вот прям тот уровень, который перерабатывает весь основной массив предложений, который поступает от сотрудников. И здесь вот еще одна есть функция, которой не было на других уровнях, хотя там тоже это может быть, но как-то в моем случае почему-то не работало. Это рассмотрение проблем в операционной деятельности. То есть кайдзен команда должна собираться и анализировать те проблемы, которые есть вот в текущей работе, например, там, поломка оборудования, несвоевременное обеспечение материалами, то есть она должна собирать эти проблемы, да, и принимать решения. Но не надо путать вот такую работу, знаете, с каждодневной планеркой, с тушением пожаров. Кайдзен команда должна работать над системными вещами. То есть она должна думать, как не сейчас, не в данный момент быстро купировать какую-то проблему, например, с поломкой оборудования, с точки зрения выстраивания потока создания потребительской ценности. Еще один уровень кайдзен команд – это проект. Есть кайдзен команда отдельного проекта. Да, как правило, это уже такая структура, которая не имеет постоянного состава. Вот все предыдущие составы, они постоянны. И кайдзен команда проекта, фактически у него одна функция – это организация исполнения проекта в рамках целей, которые им поставили, вот, и тех ресурсов, которые выделили. Да, вот такова структура кайдзен команд, которую я использую. Что необходимо сделать, чтобы кайдзен команды работали эффективно? Первое. Нужно обязательно их работу стандартизировать. Я считаю, крайне недостаточно просто собрать людей и сказать, все, вот вы, значит, кайдзен команда того или иного уровня, вот работайте. То есть их работа не должна носить спонтанный характер, ситуативный характер. То есть сформируется прям план работы кайдзен команд в подразделениях, на тех уровнях, где есть, там, по предприятию и так далее. Я вам продемонстрирую план на уровне кайдзен команды предприятия, да, высшего руководства. Что-то аналогично делается на всех уровнях. Что еще? Нам необходимо организовать обучение вот этих кайдзен команд. Очень важно вывести людей, которые входят в кайдзен команды, на хороший экспертный уровень.
Вот, я вам крайне это рекомендую. То есть организовать обучение вот этих кайдзен команд. И что еще необходимо сделать? Крайне важно, чтобы импульс был сверху вниз. Вот чего часто очень нету. Вот импульс работы кайдзен команд должен быть сверху вниз. То есть сначала мы организуем работу топ-менеджеров, да, и вот этот импульс мы посылаем сверху. Если у вас руководители высшего звена будут игнорировать работу в кайдзен командах, то, скорее всего, у вас система будет очень сильно сбоить. Чтобы эта система работала, необходим импульс сверху вниз. Что ж, я надеюсь, что сегодняшнее видео было интересным. Поставьте лайк ему, сделайте свой репост, напишите комментарий. Спасибо за вопрос, который вы задаете. А на сегодня это все. Всем лина, увидимся.